И это третье видео о том, как можно настроить многоуровневое выпадающее меню в вашем интернет-магазине без знаний программирования и дизайна. В этом видео я расскажу, как можно настроить верхнюю часть меню. Для этого переходим в административную часть приложения. Страницу прокручиваем до настроек верхней части меню. Нажимаем «Открыть». Блок верхней части меню состоит из нескольких разделов. Первый раздел – это верхняя часть. Второй раздел – это пункты. Третий раздел – это скролл, пролистывание. И четвертый раздел – это поведение. Более подробно о каждом сейчас я расскажу. В части можно настроить цвет фона меню. Поставим желтый. Следующая настройка позволяет настроить. Сделаем ее зеленой. Закрываем. Следующая настройка позволяет область меню. Для этого нажимаем на вопросительный знак и нажимаем на зеленую кнопку для перехода на онлайн-генератор теней. Для того, чтобы начать настраивать тень, мы нажимаем на плюс. У нас появилась тень. Задаем цвет, прозрачность, настраиваю позиционирование по оси X, настраиваю позиционирование по оси Y, задаю тени, настроим. Прокручиваем страницу вниз до блока CSS код. В этом блоке мы копируем Box Shadow. Скопировали и переходим обратно в настройки меню. Удаляем все, что было раньше, и добавляем новую тень. Она у нас изменилась, синяя. Вправо настроек мы всегда можем видеть в режиме реального времени превью, что у нас меняется, что меняется в самом меню после того, как мы добавляем изменения в настройках. Следующая настройка меню бар ширина. В этой области мы можем задать ширину меню. Первый вариант – это авто, когда ширина меню задается выстраиваться по ширине контейнера, находится само меню. Только зафиксировано по умолчанию. Если вы используете стартовый сайт от Equid, то меню будет уже того контейнера, где оно находится. Сейчас я вам это покажу, как выглядит. Сохраняем. Переходим на страницу магазина. Вот сейчас, если обратить внимание, ширина меню по умолчанию по ширине контейнера используется. Обновляем страницу. Так, секунду, видимо, не нажал страницу сохранить. Да, выбираем настройку зафиксировано и жмем на кнопку сохранить. Переходим на страницу магазина. Обновляем. Меню стало уже. Переходим назад в настройки меню. Сейчас я покажу, как будет выглядеть, если мы поставим настройку максимум. Меню будет отображаться на всю ширину. Обновляем страницу. И видим наше меню полностью во всю ширину экрана. Возвращаемся в настройки меню. Я ставлю на авто. Переходим к следующим настройкам.
Show Logo. Эта строка позволяет показывать или не показывать меню. Вы меню можете показывать только для мобильной версии, только для десктопной версии, либо можете вообще спрятать меню, логотип. Я выбираю показывать логотип. В нижней строке вы можете задать цвет фона логотипа. Я продемонстрировал, оставляю его белым. Следующая настройка – фокусировка на меню. При включении этой настройки для демонстрации я перехожу на страницу магазина. Обновницу. Мышки на меню, вся остальная часть интернет-магазина, она затемняется, и мы видим только меню. Переходим назад к настройке приложения. Я выключаю эту функцию. Следующие настройки позволяют нам настроить отображение меню на определенных страницах. Если эта настройка выключена, то наше меню показывается совершенно на всех страницах интернет-магазинов стартового от Equid, чтобы меню отображалось только на определенных страницах. Переходим в нижние настройки. Z-Index. Z-Index позволяет задать высоту на странице, где находится наше меню. К примеру, если какой-то блок перекрывает наше меню, то в этой строке мы можем прописать, к примеру, там 200 тысяч единиц, и наше меню оно будет отображаться выше того объекта, который находится на странице вместе с меню. Если же все-таки 200 тысяч не помогло, вы можете еще добавить пару нулей, то есть там будет 2 миллиона. Можно сделать. Переходим к разделу «Пункты». В этом разделе можно задать фонд Family. Если ваш интернет-магазин или страница, где вы расположили меню, используется шрифт не робота, как, к примеру, какой-нибудь Ubuntu, здесь в этой строке вы можете прописать Ubuntu, и все пункты меню они также будут подстраиваться под этот шрифт, и все будет держаться этим шрифтом. В следующей строке вы можете задать размер шрифта. Вы можете задать цвет шрифта, пункта меню. Давайте сделаем его красным. Сделали красным. В следующей строке мы можем задать цвет при наведении. Сделаем его здесь зеленый. Проверяем. Да, при наведении он становится зеленым. Теперь мы поменяем фон пункта меню при наведении. Так как зеленый мы сделаем, к примеру, желтым. Желтый. Проверяем. Да, все меняется. В следующей настройке мы можем задать цвет границы пункта меню. Сделаем ее, давайте, зеленым для наглядности. Проверяем, все срабатывает. Следующее мы можем настроить пункты меню при наведении. Сейчас у нас здесь тени нет. Так, нажимаем на вопросительный знак, но здесь также появляется кнопочка, при нажатии на которую вы перейдете на онлайн-генератор теней. Так как у нас уже открыт онлайн-генератор теней, я просто перейду на этот генератор и настрою тень. У меня есть, чтобы мы видели, что она срабатывает. Да. Копируем Box Shadow. Переходим в настройки меню. Так. Если вам нужно убрать тень, вы просто пишите None, и у вас не будет отображения тени. Итак, смотрим, что получилось. Да, тень у нас есть. Переходим к следующей настройке. Позволяет нам задать внешний отступ от левого первого пункта. Давайте проверим. Делаем 50 пикселей. И наше меню сдвинулось влево.
Все убираем, оставляем 0. Пропустили, возвращаемся. Item Padding. Эта настройка позволяет нам задать отступы пункта меню. С левой стороны при смене у вас отступы меняются сверху и снизу, а с правой стороны они меняются слева и справа. Давайте попробуем настроить. Зададим 20 пикселей, а здесь зададим 30 для наглядности, чтобы сразу видно было, как все меняется. У нас сразу все изменилось. Возвращаем все, что у нас было. Под первого пункта меню мы посмотрели, как работает. Смотрим, как работают отступы между пунктами меню. Давайте зададим, к примеру, 20 пикселей. И вот у нас есть отступы между пунктами меню. Возвращаем, делаем 0. Следующая настройка позволяет задать правый отступ от последнего пункта меню. Давайте покажу, как это выглядит. 50 пикселей задаем. Прокручиваем меню вправо и видим, вот у нас отступ. Возвращаем, делаем 0. Следующий раздел Scroll. Перелистывание. Так как у большинства, или там у многих магазинов большое количество категорий верхнего уровня, что иногда все категории не помещаются в одну строку. Для этого мы в своем меню сделали возможность пролистывания вправо и влево пункты меню, когда их большое количество. При появлении пролистывания скролла у нас появляются кнопки влево и вправо, которые можно менять цветом. Сейчас более подробно рассмотрим. Итак, меняем цвет треугольника в кнопке меню, стрелочки. Задаем его, давайте сделаем синим. Так, смотрим, у нас все изменилось, синим цвет. Так, при наведении стрелочка становится черная. Сейчас мы ее сделаем зеленой. Так, задаем, проверяем. Меняется зеленая. Следующая настройка позволяет нам задать цвет кнопки пролистывания влево и вправо. Вы можете задать этот градиентом, либо можете просто задать цвет. Сейчас я вам это покажу. В меру задаем, сделаем ее черной. Раз, два, три. Проверяем, как это работает. Вот. Наша кнопка, она стала черной. Для демонстрации я покажу, как можно задать градиентом. Нажимаем на вопросительный знак. У нас есть кнопка «Воспользоваться онлайн-генератором градиентов». Нажимаем на кнопку. Переходим на онлайн-генератор градиента. Настраиваем его. Выбираем с левой стороны. Давайте возьмем такой голубой цвет. С правой стороны возьмем синий. Добавим прозрачности. Настроили градиент, можно задавать линейный, либо можно задавать радиальный. Я выбираю линейный, и мы можем настроить, под каким углом градиент будет нам отображаться. Пользоваться преднастроенными градиентами, чтобы ускорить процесс. Давайте я это воспользуюсь преднастроенным градиентом, чтобы все было очень быстро. Переходим в нижнюю часть, копируем код CSS, переходим в настройки меню, удаляем старый код, добавляем код, который мы скопировали, пролистываем влево и находим текст, начинающийся liner gradient. Все, что начали, удаляем. Все, сохранили. Мы видим, что у нас градиент изменился.
По тому же принципу можно настроить кнопку с правой стороны, и также по тому же принципу можно настроить кнопку при наведении. У нас здесь тоже кнопку мы также можем настроить, чтобы меню было намного короче. Я эти действия не буду производить. Так, следующие настройки позволяют нам задать ширину кнопки влево и вправо. Сейчас я задал 40 пикселей, это для десктопной версии. Также можно задать ширину кнопки для мобильной версии. Я задам ей 20 пикселей. Но это мы увидим только если откроем интернет-магазин в мобильной версии. Для экономии времени я этого делать не буду. Раздел настройка позволяет нам открывать список пунктов в мобильной версии. Это работает только для мобильной версии. То есть это работает. Переходим на страницу интернет-магазина. Обновляем страницу. Перехожу в режим разработчика. Включаю мобильную версию. Открываем меню. Нажимаем на стрелочку. У нас открывается блок меню. У нас сейчас выбрана демонстрация списка подкатегорий. То есть если мы будем нажимать на название самой подкатегории, у нас будет показываться список подкатегорий. Если мы в настройках включим открыть категории, сохраняем, то у нас при нажатии на название категории мы будем переходить в категорию. Сейчас покажу, как это все выглядит. Открываем меню. Если мы нажимаем на треугольник, у нас открывается список подкатегорий. Если мы нажимаем на название категории, то мы переходим в саму категорию. Думаю, принцип вам понятен. Переходим в настройки меню. Настройка нам показывает товары, если у вас в категории верхнего уровня отсутствуют подкатегории. Сейчас покажу, как это все выглядит. Включаем десктопную версию, обновляем страницу. Так, у нас есть категория по популярности. И как мы видим, у нас есть здесь 6 вариантов товаров. То есть это ссылки на конкретные товары, при нажатии на которые мы перейдем в саму карточку товара. Я нажал и сейчас покажу, продемонстрирую, как это все работает. Вот мы перешли в сам товар. Переходим в настройки меню. Показывать категории. Не показывать товары, попадающие в область. Смотрим, как это все работает. Обновляем страницу. Популярность. Теперь у нас при наведении на этот пункт нет выпадающей области. Это функция с тем интернет-магазином, у которых не сильно широкий ассортимент, нет подкатегорий, позволяет в меню демонстрировать товары, на которые нужно в первую очередь обратить внимание ваших покупателей. Это могут быть товары-локомотивы, которые заманивают ваших покупателей. Может быть, наоборот, залежавшиеся товары, которые нужно продать в первую очередь, и вы в этой области их рекламируете своим покупателям. Переходим в настройки. Так, возвращаем, включаем демонстрацию продуктов. После включения этой настройки у нас появляется еще одна строка настроек. Она позволяет нам задать то количество товаров, которое будет отображаться в выпадающей области. Давайте зададим 3.
по умолчанию будет отображаться 6 товаров. Я выбрал 3. Нажимаем «Сохранить». Переходим на страницу магазина, обновляем страницу. Выпадающая область и ссылки на конкретных 3 товара. Еще раз покажу, как это все работает. Нажимаем на интересующий товар, и мы сразу попадаем на этот товар. Человек заинтересовался, перешел сразу в карточку товара, и если ему это интересно, он нажимает в корзину. Настройки мультилевел меню. Это была последняя настройка мультилевел меню. Так, если у кого-то есть вопросы при настройке меню, либо по функциональности, вы всегда можете чат, который находится в административной зоне приложения, и задать нам любой вопрос. Внимание, спасибо за просмотр этого видео. Подписывайтесь на наш канал. Всего доброго и переходите на следующее меню, где я буду рассказывать о настройках выпадающей области меню.